Елей и вино символизируют духовные качества, которыми обогащаются наши души, пройдя сквозь огненные испытания. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Разберем подробно символику пшеницы, ячменя, елея и вина. Здесь речь идет о смертной природе человека и о спасительной благодати, приводящей в бессмертие. Каждый человек сам по себе является мирозданием, поэтому он создается точно так, как и весь мир. Сначала создается творение. Оно состоит из 4 столпов или 4 этажей, кому как нравится. Десница наглядно нам демонстрирует эту суть. Верхний палец, указательный, это целостная сила Бога. Это елей, это вся энергия творения, взятая целиком. Ее символизирует орел, как мы уже говорили ранее. Потом Господь премудростью своей растворяет эту энергию, превращает ее в вино. Вино, употребляемое для Евхаристии, в обязательном порядке разбавляется водой. Вино – это растворенная сила Бога. И получается 3 остальных пальчика. Ангельский мир – это телец, мир допространственных земных энергий, собираемых в целое, это лев, и материальный мир человека. Таким образом, человек создается из праха земного, из полностью растворенной в бездне вод силы Бога. И далее запускается обратный процесс. Теперь уже человек в самом себе в обратном порядке начинает собирать свое мироздание, свой престол, свое внутреннее благодатное Царство Христово. А благодать происходит от соединения земной природы с небесной. Пшеница и ячмень – это символ земной природы человека. Ячмень – это природа в раздробленном состоянии, пшеница – в собранном. Человек состоит из тела, души и духа. И эти 3 состава символизируют ячмень. Если же эти 3 состава соединить в одно целое, в то состояние, с которого они произошли и в которое должны вернуться, то получается пшеница. Это с точки зрения земли. А со стороны неба ситуация аналогичная. Елей обозначает полностью обогащенную благодатью душу. Это как бы целостная стопроцентная благодать. Это белая одежда, которая выдается святым, когда они вмещают в себя всего Бога. Это формула полностью преображенного человека, формула богоподобия. Пшеница, соединенная с елеем, символизирует итог всей земной жизни. Если же рассматривать ситуацию по отдельности, по каким-либо периодам нашей жизни, то здесь вступает в силу другая пара символов – ячмень и вино, или частицы просфоры и вино, как на Евхаристии. Жизнь состоит из множества поступков, и если они направлены к Богу, то мы частично каждый день по кусочку соединяемся с небом, частично преображаемся благодатью. Таким образом, ячмень, соединенный с вином, символизирует постепенное преображение нашей трехсоставной природы, происходящее на протяжении всей жизни. Если же посмотреть на всю нашу жизнь целиком, без раздробления на дни, месяцы и года, тогда получится пшеница, соединенная с елеем. Итак, пшеница и елей – это вся жизнь целиком, от рождения до смерти. А ячмень с вином – это уже вся наша жизнь во всех ее мельчайших подробностях. Это частицы, из которых складывается в дальнейшем целостная жизнь, которую мы принесем к Богу и будем ее показывать на страшном суде. Чтобы в жизни все ладилось, чтобы преображение происходило от славы к славе, нужно постоянно продвигаться вверх по путям воли Бога. Тем самым будет происходить собирание нашей жизни в целое,
и обогащение благодатью. Если же мы сбиваемся с путей истинных, то вместо собирания в целое происходит распад.